Значит, кубит – это лекция 4. Определение кубита можно сказать следующее, что это нормированная суперпозиция двух квантовых состояний. При этом какие именно состояния, это зависит от физической реализации кубита. Кубит, по сути, квантовая единица теории информации. По теории векторных пространств суперпозиция двух квантовых состояний есть Гильбертово пространство H2. Ортонормированный базис такого пространства можно обозначить двумя ортонормированными векторами. Для привязки к классической теории информации, например, это может быть 0 и единиц. Обычно этот базис называется вычислителем. С точки зрения определений в дираковских обозначениях, кубит – это суперпозиция двух квантовых состояний такого вида. Нормировка означает, что квадраты модулей коэффициентов в этой суперпозиции равны единице. В общем случае эти коэффициенты комплексные числа, и казалось бы, что тут 4 числа необходимо действительно для того, чтобы задать кубит. Однако, если представить эти коэффициенты А и Б в тригонометрической форме и вспомнить, что квантовые состояния, отличающиеся на одну вот эту общую экспоненту, это одно и то же, то можно общее выражение данным представить следующим образом, опустив вот эту вот экспоненту из исходного определения кубита. В этом смысле суперпозиция кубит может быть параметризована двумя параметрами, вот некоторыми углами θ и φ, и интерпретировать эти углы можно в некотором специальном пространстве, которое было предложено через определение так называемой сферы Блоха. Значит, задание параметров θ и φ определяет вектор, который является кубитом. Значит, каждая точка пространства в принципе может нести какую-то информацию, и в этом смысле в кубит можно вписать бесконечное число информации. Но, однако, считать можно только либо состояние 0, либо состояние единиц. То есть измерение кубита дает либо вектор состояния направленный, который будет обозначаться через состояние 0, либо вектор состояния, который будет направлен вниз. Два ортогональных состояния, которые задаются теперь вот такими углами. Ну, когда говорится про кубит с точки зрения математического определения, надо все-таки сказать, а на чем он может быть построен и какова физическая реализация этого объекта может быть выполнена. Так вот, квантовая теория, основанная на решении уравнения Шрёдингера, не объяснила всей известной совокупности явлений в теории атомов. Ну, например, эффект Зеймана, так сказать, оказался объясненным только частично. Так вот, правильное объяснение стало только возможным после того, когда был открыт или введен новый объект, новое свойство, которое получило наименование спин частицы. Спин – это векторное свойство ряда частиц в дополнение к заряду и массе, к скалярным характеристикам, которые проявляются во внешнем поле. Спин – это внутренний отъемлемый, значит, от частицы механический момент, который ориентируется в пространстве дискретно по отношению к выделенному направлению, и это будет называться пространственное квантование. Частицы формально делятся на спиновые, то есть все, что обладает спином, и бесспиновые. Значит, итак, вот это новое свойство, векторное ряда элементарных частиц, это механический момент, который ориентируется в пространстве строго определенным образом. Раз вот зафиксировано вот это понятие, механический момент, то из механики известно, что момент импульса или механический момент – это векторное произведение координаты на импульс. И если представить все это в операторном виде, то коммутаторы проекции операторов момента импульса удовлетворяют следующим соотношением. Отсюда, раз мы говорим, что спин – внутренний механический момент и имеет три компонента, то, следовательно, проекции операторов спина должны точно удовлетворять вот этим аналогичным соотношением. Ну, спин электрона в этом смысле вот можно продемонстрировать условно, что такое пространственное квантование, что спин во внешнем поле ориентируется в пространстве двояко, либо его проекция на ось квантования, то есть направление внешнее поле равняется плюс h пополам, ну, то есть он занимает место какое-то произвольное, прецессирует вокруг направления поля и занимает место вот на этом конусе. Либо его проекция равняется минус h пополам, и, соответственно, прецессия осуществляется на конусе, который нарисован ниже. С другой стороны, известно, что с механическим моментом для заряженных частиц по электродинамике связан магнитный момент. Ну, магнитный момент определяется в электродинамике стандартным образом, если взять
точную частицу, для которой плотность заряда будет определяться такой дельта-функцией, то интегрированием исходного выражения для определения момента, магнитного момента можно установить связь между магнитным моментом заряженной частицы и механическим моментом. Вот оно обведено, показано в этих красных кружочках. С другой стороны, для спина было установлено следующее, что эта связь тоже существует, но вот нужно говорить о так называемом магнитном спиновом моменте. И соотношение между ними отличается. Тут вот нет этой двойки, которая существует в классической механике и электродинамике. Значит, спин и магнитный спиновый момент – это векторы противоположно направленные. Ну вот картинка, которую, соответственно, будем говорить спин вверх, то есть проекция спина плюс h пополам, а это вторая картинка, проекция спин вниз. Ну вот теперь, чтобы все-таки определить этот оператор и проекцию спина, ну, потребуется напомнить сведения из алгебры операторов. Самое главное утверждение, которое нужно иметь в виду, что оператор в своем собственном представлении – это диагональная матрица, на главной диагонали которой находятся собственные числа оператора. И это вот утверждение, вообще говоря, нетрудно продемонстрировать, например, ну вот на примере оператора с дискретным спектром. Но это же вот общее определение связи одного квантового состояния с другим, вот этим оператором. Допустим, у нас есть физическая величина, которая обладает дискретным спектром, то есть найденные собственные значения и вот эти вот собственные векторы этого оператора, то можно каждое из этих квантовых состояний, начального и конечного, разложить по этому полному набору квантовых состояний оператора физической величины и тем самым найти представление, вот это есть представление одного, это оператора, значит, состояния А ниже это представление состояния Б, вот в этом, в так называемом F представлении. Если вот это соотношение переписать по определению, ну, то есть уже подставить сюда вот эти вот выражения для А и Б, да, то и полученный результат умножить на произвольное состояние оператора физической величины f на бра состояние, с учетом того, что s это линейный оператор, он, конечно, может быть внесен под знак суммы, и связь между ними в этой формуле следующая. С учетом того окончательно, что это символ Кроникера, вот это, символ Кроникера, ну, все получается вот такое уже соотношение, которое представлено в f представлении. Вот оно было у нас в пространстве векторов состояния, а теперь уже вот в этом f представлении. Так вот, что принципиально важно, что это матрица, что этот оператор, вот в этом f представлении есть матрица следующего вида, которая связывает вот задание вектора состояния b с вектором состояния a. Так вот, в частном случае, если мы эту матрицу рассмотрим для примера, когда этот оператор является как раз оператором той физической величины, в представление которой мы переходим, ну тогда ясно, что вот этот объект, который называется матричный элемент оператора S, терминология сейчас не принципиальна, она имеет, вот, в данном случае этот матричный элемент имеет такой вид. То есть он отличен от нуля только при условии, что если n равно m. Другими словами, вид оператора физической величины в своем собственном представлении – это есть вот матрица, на главной диагонали которой расположены собственные числа оператора. Все остальные слагаемые в этой матрице равны нулю. Так, теперь вот все-таки перейдем к созданию, к определению оператора спина. Ну, раз мы говорим про оператор спина, вот когда ось квантования z, это будет тогда оператор проекции спина на ось z в своем собственном представлении. Ну, вот они, эти два собственных числа, h пополам и минус h пополам, ну, которые можно вынести к h пополам за скобку в виде. Матрица тут остается такого вот вида. А дальше нужно найти, конечно, вот эти вот операторы sx и sy. Конечно, они есть матрицы размерности 2 на 2, потому что осью x и осью y можно было бы считать оси квантования, и тогда был бы вот результат предыдущей строчки. Но в общем случае, если уже ось квантования выбрана за ось z, то тогда надо эти вот матричные элементы этих операторов найти. Откуда найти? Конечно, из вот этого соотношения, что это есть коммутационное соотношение, которое удовлетворяет оператор момента импульса. И явный вид
решений этих коммутационных соотношений и с учетом еще эрмитовости этих операторов будет иметь вот представленное выражение. То есть спин выражается через объекты, которые называются матрицами Паули. Эти матрицы Паули, вот три матрицы размерности 2 на 2, которые можно обозначить алгебраическими символами, что не принципиально. И эти матрицы хорошо известны в алгебре матриц, и свойства их изучены абсолютно детально, но некоторые вот тут приведены соотношения. Это принципиально роли не играет, а смысл такой же здесь вот этого соотношения, что любая матрица размерности 2 на 2 может быть разложена по матрицам Паули и вот единичная матрица размерности 2 на 2. Теперь надо найти собственные функции этого оператора спина. Ну, к примеру, если вот в этом представлении, которое будем указывать, что это SZ представление, состояние проекции спина, которые могут быть либо плюс, либо минус h пополам, это значит нужно решить матричное уравнение вот такого вида. Ну, решая, например, при лямбда равном плюс h пополам, ну, h пополам сократятся, будет, получится a равно a и b равно минус b. Ну, то есть a это какое-то число, а b равняется нулю. Ну, можно выбрать, что этот нормированный тогда вектор будет определяться вот таким соотношением. 1 вектор 1, 0. Это для проекции спина h пополам. А для проекции спина минус h пополам, значит, это 0. В стандартных обозначениях вот эти состояния, которые мы фиксировали как состояние базисные вычислительного базиса в кубите, ну вот могут быть теперь обозначены, ну, в некотором смысле жаргонно, конечно, потому что тут нет указания представления для вот этих вот кет-векторов. Да? Значит, это вот состояние спина вверх. А это, значит, другой базисный вектор единицы суперпозиции, а это состояние спина вниз будет так обозначаться. Ну вот можно и стандартными обозначениями альфа и бета это все переписать. Значит, кубит, его можно построить на примере суперпозиции двух вот этих спиновых состояний электрона. Ну, действительно, если мы теперь договорились, что через 0 и единицы мы теперь используем понятие спины, ну, значит, вот они у нас, этот кубит, это суперпозиция двух спиновых состояний. Ниже будет не сегодня, а дальше показано, что, вообще говоря, этим направлениями спина, условно говоря, направление спин, можно управлять и менять их по необходимости так, как требуется при решении каких-то конкретных задач. Ну, таким образом, вот электрон, по сути дела, может рассматриваться как кубит, если вы говорите про произвольные спиновые состояния этого объекта. Конечно, есть и другие возможности создания кубита. Например, на основе поляризации квантов электромагнитного поля. Если считать, что вектор поляризации, вот вектор напряженности электрического поля, если бы он был виден, допустим, вот меняется вот так, вот вертикально только, на вертикальном направлении. Это была бы поляризация вертикальная. А это вот была тогда поляризация горизонтальная. Ну вот можно сказать, что это поляризация вертикальная, а это поляризация горизонтальная. Эти вот два различных типа поляризации тоже могут реализовать кубит. И в этом смысле проблема создания кубит, ну, она может быть решена самыми различными способами, в том числе и с использованием произвольных состояний атомов, о чем тоже ниже будет рассказано. Значит, имеются и другие вот физические реализации кубита, но тем не менее они будут только позднее в курсе определены. Значит, итак, окончательно, что такое кубит? Это нормированная суперпозиция двух квантовых состояний. А вот какие именно состояния, это зависит от физической реализации кубита. Все.